Здравствуйте! Сейчас вы узнаете то, что точно не нужно делать, если вы спасаете человека, который утонул, и как спасти его. Во всем мире каждый час погибает от утопления более 40 человек, то есть один человек каждые 1,5 минуты. Утопление является третьей по частоте причиной смерти от непреднамеренных травм во всем мире, что составляет около 400 тысяч случаев смерти в год. И наибольшая часть случаев смерти от утопления происходит среди детей в возрасте от 1 года до 4 лет. И большинство из них тонут вблизи от собственного дома. Для начала обсудим, как сделать так, чтобы ребенок не утонул. Первый пункт – важно обеспечить безопасную среду для дошкольников в местах, где нет водоемов. Дома чаще всего дети тонут в ванной, и в большинстве случаев это происходит из-за того, что взрослые не находятся в ванной комнате с ребенком во время купания, отвлекаются на телефонный звонок или идут открывать дверь, или выходят за полотенцем. Если вам нужно выйти из ванной, возьмите ребенка с собой. Не оставляйте малыша в ванной со старшими братьями и сестрами. Детский стульчик в ванной, каким бы надежным он ни казался, не заменит вашего присутствия. Такой стульчик не является безопасным, не спасает от утопления. Пока ребенок купается, вы должны быть рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки. Также опасность представляют ведра и тазы, которые наверняка есть в каждом доме. Не оставляйте их без присмотра, даже с небольшим количеством воды. Всегда выливайте ее после использования. Помните, что малыши могут утонуть, даже если воды всего 5 сантиметров. Другая угроза жизни ребенка – это небольшие декоративные пруды, которые часто украшают сады. У них, как правило, нет защитных барьеров, чтобы предотвратить несчастный случай. Если у вас рядом с домом или на участке есть водоем, продумайте ограждение, через которое ребенок не сможет перелезть, открыть или проникнуть любым другим способом. Помните, что дети более упорные и ловкие, чем мы хотим про них думать. Дети могут утонуть и в туалете. Всегда опускайте крышку унитаза, чтобы предотвратить беду, и закрывайте сам туалет на замок, шпингалет, цепочку, который будет находиться вне досягаемости ребенка, то есть выше его роста. Второй пункт – это обучение школьников плаванию и безопасному поведению на воде. Давайте перечислю. 3 навыка дыхания – погрузить лицо в воду, опуститься под воду, пустить в воздушные пузыри, задержать дыхание и выдохнуть, находясь под водой. 10 навыков плавания, которые включают в себя различные упражнения в воде. Их полный список вы найдете в документе, ссылку на который вы найдете к описанию к видео. И третий пункт – это обучение навыкам безопасного спасения и реанимации свидетелей утопления, то есть любого прохожего, то есть вас. Курсы первой помощи – это идеальный вариант, но если они невозможны в вашем городе, посмотрите это видео или подобные им, это важно. Итак, первая помощь при утоплении. Если вы думаете, что ребенок захлебнулся, прежде чем проводить сердечно-легочную реанимацию, уберите его из воды. Не тратьте время на то, чтобы вывести воду из дыхательных путей, это бесполезно и не нужно. Наклонять ребенка вниз головой, перегибать через колено, поднимать ребенка за ноги вниз головой – все это не нужно. Позовите на помощь. Попросите кого-нибудь позвонить 103 или 112. Если вы сами звоните в скорую помощь, используйте громкую связь, чтобы звонок не мешал вам немедленно приступить к реанимации. А если вы один и у вас нет громкой связи, сначала начните делать реанимацию в течение минуты, а лишь потом совершите звонок. Если под рукой нет мобильного и нужно дойти до стационарного телефона, до соседей или куда-то еще, возьмите ребенка с собой. Вызов скорой помощи обязательно. Итак, поместите ребенка на твердую ровную поверхность и освободите дыхательные пути. Если во рту ничего не видно, искать пальцем во рту не нужно. Одной рукой аккуратно откиньте голову ребенка назад, но не слишком, держась за лоб, второй рукой нежно приподнимая подбородок. Шаг первый. Сделайте вдох. Плотно накройте своим ртом рот и нос ребенка. Сделайте выдох в течение 1 секунды. Он не должен быть слишком резким и сильным. Грудная клетка ребенка должна приподняться. Немножко отстранитесь. Грудная клетка опустится. Повторите так 5 раз. Шаг второй. Нажатие на грудную клетку. Положите 2 пальца на середину грудной клетки и нажмите с такой силой, чтобы грудная клетка опустилась на треть. Отпустите, чтобы грудь расправилась. Помните, что вы должны качать, а не выдавливать. Повторите так 30 раз со скоростью 100-120 раз в минуту. Это довольно быстро. Примерно так, как в этой музыке. После этого откройте дыхательные пути и снова сделайте 2 вдоха. Продолжайте чередовать 30 компрессий и 2 вдоха. Если ваш ребенок начал самостоятельно дышать, положите его в следующее безопасное положение. Держите ребенка на руках, наклонив голову к низу, животом к себе и голова ниже ног. Продолжайте проверять дыхание, пульс и реакцию ребенка, пока ждете помощи.
Вот что нужно знать, если ребенок захлебнулся или утонул в воде. Вам понравилось видео? Тогда поделитесь им с друзьями и близкими, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если вы считаете, что мы делаем нужное дело, пройдите по ссылке в описании и помогите нам на Патреоне. Будьте здоровы!